Удар в спину. Зеленского могут заставить подписать капитуляцию. Почему Трамп забыл о санкциях и поддержал план России по завершению войны? На Западе признали победу Путина. Озвучены детали. Что готов дать Кремль взамен и на какие уступки пойдет Москва, если ультиматум будет выполнен? Путин собрал срочное совещание. Первый комментарий после Аляски. Беларусь подняла авиацию и заявляет о сотнях нарушений правил воздушного пространства и границ республики. Кто виноват? Военная техника на улицах городов Казахстана. Власти призывают к спокойствию. Почему вывели танки? Языковой конфликт. Украинская писательница поддержала скандального блогера Мандзюк и заявила, что ее внучка готова начистить лицо обмосковленным детям. Дети мигрантов пролетают со школы из-за незнания русского языка. Школьниц собирают деньгами стимулировать рожать. Полиция получает автомобили Тесла для поиска преступников, а страны Южной Азии уходят под воду. Обзор важных событий. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. В Украине не утихает языковой скандал. На этот раз к нему подключилась известная своими громкими заявлениями украинская писательница Ницой. Она заявила, что украинцы, говорящие на русском языке и воспитывающие своих детей также на русском, заранее закладывают конфликт, который выльется в противостоянии между детьми, которые говорят еще и на украинском. Ницой поддержала блогера Елену Мандзюк, против которой по запросу нардепа Гончаренко недавно открыли уголовное дело за слова о том, что ее дети готовы избивать русскоговорящих детей в Украине. Ницой уверена, что за Мандзюк встанет целая армия родителей, которые воспитывают своих детей так, чтобы они могли, далее цитата, «начистить лицо обмосковленным детям». Такие заявления прозвучали в эфире столичного телеканала. На замечание ведущего о том, что слова Ницой могут попасть в поле зрения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, как разжигающие вражду по языковому признаку, писательница ответила, что она ничего не разжигает, а просто предупреждает русскоговорящих родителей о последствиях их методов воспитания. Я підтримую Олену Мандзюк. Я хочу ее заспокоить. Я поддерживаю Елену Мандзюк. Я хочу ее успокоить и сказать, и пусть Алексей Гончаренко тоже об этом знает, что рядом с ее детьми, которых она воспитывает так, что они могут набить лицо обмосковленным детям, станет и моя внучка. Я думаю, что станут и внуки Ирины Дмитриевны Фарион. И таких детей у нас в Украине много. Мы их так воспитываем, чтобы они начистили лицо обмосковленным детям. И это сигнал не для детей. Я хочу, чтобы этот сигнал наконец услышали родители московских детей. Елена Мандзюк, Богдан Бенюк, мы все своими такими резкими высказываниями привлекаем внимание московских родителей. На них до сих пор не повлияли ракеты. Русский язык в Украине должен получить статус официального, а русская православная церковь быть в безопасности. Эти требования были озвучены Трампу во время переговоров на Аляске. Мировая пресса продолжает писать о закулисных разговорах в Анкоридже и требованиях, которые были озвучены. New York Times, Bloomberg, Financial Times, The Telegraph – все как один уточняют. Трамп пошел на условия Путина и поддержал его план прекращения войны, а именно вывод ВСУ с территорий, которые еще не контролируют Россия, но уже вписала в свою конституцию. Этот вопрос теперь Трамп будет лично обсуждать с Зеленским, который приедет в Белый дом уже в понедельник, 18 августа. Американский президент при этом отказался от своего требования немедленного прекращения огня и считает, что можно быстро договориться о мирном соглашении, если Зеленский согласится уступить России остальную часть Донбасса. Кроме того, речи не идет о том, что Вашингтон готов ввести новые санкции против Москвы. Нью-Йорк Таймс при этом раскрывает детали, что готов дать Путин взамен и на какие уступки готова пойти Россия. Взамен Путин предложил прекращение огня на остальной части Украины по текущим линиям фронта и письменное обещание не нападать снова на Украину или любую европейскую страну, сообщили высокопоставленные чиновники. Они указали Трампу, что Путин часто нарушал свои письменные обязательства. Решение по территориям должна принимать Украина, подчеркнули чиновники, добавив, что международные границы не должны изменяться силой.
Удар в спину. Киев в шоке от того, что Трамп принял условия Путина. С таким заголовком вышел материал издания Financial Times. Авторы материала уточняют, что резкая смена позиции Вашингтона вызвала тревогу и ощущение предательства в украинской столице. В Киеве заговорили о том, что Трамп будет требовать, чтобы Зеленский подписал капитуляцию. Похоже, что Трамп встал на сторону Путина, и теперь они вместе могут начать заставлять нас принять мирный договор, который на деле означает капитуляцию Украины. Нам объясняли, что цель саммита, как ее формулировали Трамп и Рубио, заключалась в том, чтобы предъявить Путину требования немедленного прекращения огня. И если он откажется, то для него будут серьезные последствия. Путин же предложил вместо этого оформить перемирие как мирный договор, и мы не видим от Трампа никакой реакции, не говоря уже о серьезных последствиях. Если же дальнейшие переговоры пойдут не по плану Трампа, то он может перекинуть всю ответственность на Зеленского и, по сути, обвинить его в срыве переговоров. Об этом также пишет мировая пресса. В материалах при этом отмечается, что саммит на Аляске дал понять одно. На Западе признали победу Путина, его личную победу, ведь Трамп пошел на его условия. Некоторые европейские официальные представители обеспокоены тем, что Трамп теперь будет давить на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки для достижения соглашения, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности. Решимость президента Трампа добиться мирного соглашения имеет решающее значение, заявила глава внешней политики ЕС Кая Каллас. Но суровая реальность такова, что Россия не намерена в ближайшее время заканчивать эту войну. При этом в Турции, которая стала первой площадкой для переговоров между Москвой и Киевом, позитивно оценивают события на Аляске. Эрдоган заявил, что они придали импульса на пути к завершению войны. Переговоры между президентом США господином Трампом и президентом Российской Федерации господином Путиным, проведенные в Аляске, придали новый импульс усилиям по прекращению российско-украинской войны. Мы приветствуем саммит в Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины Зеленского заложит основу для прочного мира. Турция готова оказать любую поддержку для установления мира. Конфликт между США и Украиной может вспыхнуть действительно с новой силой. Агентство Рейтер пишет, что Зеленский уже отверг ультиматум Путина о выводе войск с территории Донбасса. Зеленский отклонил это требование, сообщил источник. Россия уже контролирует пятую часть Украины, включая около 3/4 Донецкой области, в которую она впервые вошла в 2014 году. Трамп также заявил, что он согласился с Путиным в том, что следует добиваться мирного соглашения без предварительного прекращения огня, которого до сих пор требовали Украина и ее европейские союзники при поддержке США. В Украине уверены, что в ближайшее время Россия пойдет в новое наступление, чтобы получить выгоду для дальнейших переговоров. Такое заявление сделал сам Зеленский. Основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины и зная подлость России, мы предполагаем, что в ближайшие дни российская армия может попытаться усилить давление и удары по украинским позициям с целью создания более выгодных политических условий для переговоров с глобальными субъектами. Фиксируем перемещение и приготовление российских войск. Конечно, мы будем противодействовать, если нужно, то и асимметрично. А Путин тем временем впервые прокомментировал свой короткий, но, как пишет западная пресса, победный визит в США. Для этого он провел срочное совещание. Он считает, что встреча была, далее цитата, «своевременной и полезной» и намекнул, что разговор с Трампом приблизил Россию к достижению нужных решений и целей. Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально еще раз изложить нашу позицию. Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели. И хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям. Отмечу, что на фоне переговоров на Аляске на фронте продолжаются ожесточенные бои. Украина заявляет, что смогла остудить и откинуть российские войска в месте недавнего прорыва под Добропольем. При этом ВСУ признают, что были потеряны несколько других населенных пунктов и украинским войскам пришлось отступить. А Россия, соответственно, заявляла о том, что под ее контроль перешли определенные населенные пункты на востоке Украины. Итак, друзья, как считаете, произойдет ли в Вашингтоне новый скандал между Зеленским и Трампом?
аналогичный тому, что был в феврале этого года. Как будет решен вопрос с территориями, которые требует Россия и не собирается отдавать Украина? Напишите свое мнение в комментариях под этим видео. Если не сложно, поставьте лайк этому видео. А также не забудьте подписаться на канал «Время Прядко». А я продолжаю далее о том, почему Беларусь подняла в небо свою авиацию. Итак, боевая авиация армии Лукашенко поднята в небо. Новейшая авиатехника, которую совсем недавно получил Минск, пронеслась над белорусскими городами. Но взлет не по тревоге, а по случаю Дня ВВС Беларуси, сообщает Минобороны страны. Парк военной авиации постоянно пополняется, уверяют в ведомстве Хренина. Так, на днях белорусская армия получила очередную партию модернизированных российских истребителей Су-30СМ-2, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-35М. До конца года ожидаются новые поставки военных самолетов, заявляют в Минобороны. Кроме того, Беларусь зафиксировала более 800 нарушений правил использования воздушного пространства с начала 2025 года, в том числе 300 нарушений госграницы, в основном беспилотниками на южных рубежах, говорится в официальном заявлении, то есть на кордоне с Украиной. Статистику озвучил командующий белорусскими ВВС Лукьянович, при этом не уточнив, кто, как и при каких обстоятельствах нарушал все эти правила и границы. Одновременно на так называемых западных рубежах, по словам генерала, фиксируют огромное количество полетов как беспилотной летательной авиации, разведывательной авиации, так и пилотируемой и значительное количество тактической авиации, намекая, что за этими действиями стоит Польша. Поэтому мы должны держать порох сухим, как говорит глава государства. В любой момент быть готовыми выполнить задачи по предназначению. Чем мы и занимаемся. Авиация у нас несет боевое дежурство. Ежедневно, круглосуточно адекватно реагируем на все вызовы и угрозы, которые мы наблюдаем в воздушном пространстве для того, чтобы обеспечить мирное небо в нашей стране. На дороге Казахстана выехала военная техника. Власти призывают сохранять спокойствие. Марш-броски танков, БМП и другой техники проходят в рамках плановых учений по боевой подготовке. Маневры уже начались в Карагандинской области и закончатся 15 сентября. Власти региона уточняют, что техника направляется на полигон не только по автотрассам, а также с помощью железнодорожного и авиатранспорта. Проведение этих мероприятий не оказывает негативного влияния на работу государственных и частных структур, а также на повседневную жизнь граждан. Призываем пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сообщения и видеоматериалы, а полагаться только на официальные источники. В России отсеивают детей-мигрантов. В 2025 году число таких ребят, принятых в школы Центральной России, сократилось почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Мэш. Причина – проваленные тесты по русскому языку. Как выяснилось, особенно русский хромает у детей-мигрантов, живущих в Калужской, Воронежской и Тульской областях. По данным издания, большинство таких первоклашек по сути сдали тест на двойку. Тестирование для поступления в первый класс началось еще в апреле этого года. Оно предполагает диалог учителя и ребенка. Также педагог оценивает знания лексики и грамматики. При этом власти обещают не бросать на улице тех, кто завалил тест. Им дадут шанс до 1 сентября, а если и тогда не получится, отправят на курсы по русскому, чтобы все-таки могли сесть за парту. Даже если учебный год уже начнется. В России выделяют миллионы рублей для того, чтобы школьницы становились мамами. Правительство Калужской области РФ утвердило план, по которому в ближайшие 3 года почти 400 школьниц и студенток-очниц могут получить по 100 тысяч рублей за рождение ребенка. В плане на этот год значатся 123 девушки-роженицы. Отмечается, что заявления могут подавать те, кто забеременел после 1 января этого года. Причем обязательно до родов, иначе денег не будет. Общий бюджет программы около 40 миллионов рублей. Ее придумали в Минтруда РФ, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Позже в министерстве задумались, не станут ли пособия эдаким поощрением беременности среди школьниц и вообще не приведет ли это к росту матерей-одиночек. Но план пока что никто не отменял. Программу для беременных школьниц запустили уже более 10 российских регионов. Мексиканские полицейские пересели на новые служебные автомобили Tesla Cybertruck стоимостью около 100 тысяч долларов. Правда, повезло не всем, а только некоторым правоохранителям городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2026. В частности, городу Гвадалахара.
Машины будут использоваться для патрулирования туристических зон, говорят власти, а также в качестве мобильных единиц для разведывательных операций, обысков, арестов, сдерживания преступности и выполнения охранных задач. В целом из госбюджета Мексики было выделено $60 миллионов на покупку почти 700 авто для департамента штата Халиско. Теслы всего 3. Автомобили, подключенные к интернету через систему Starlink, позволяют офицерам получить доступ к криминальным базам данных даже в районах без телефонной или интернет-связи. Кроме того, Cybertruck оснащены сканерами для выявления угнанных автомобилей и интегрированы с системой видеонаблюдения правительства. Смертельная стихия. Более 300 человек погибли на северо-западе Пакистана. После проливных дождей люди оказались в водяной ловушке. Как сообщают местные власти, ливень обрушился на отдаленные горные районы северной части провинции Хайбер-Пахтунхва. Из-за дождей начались оползни и масштабное наводнение. Местные власти подтвердили гибель 307 человек. Многие числятся пропавшими без вести. Трагедию усугубило крушение военного вертолета во время спасательной миссии. Погибли 5 членов экипажа. Власти объявили горные районы зонами стихийного бедствия и предупредили о продолжении дождей. Ливень вызвал внезапное наводнение прямо здесь. Вода хлынула через всю деревню. В результате 70-80% деревни разрушено. Даже если строение не смыло полностью, каждое пострадало. Аналогичная трагедия произошла и в индийском Кашмире. Там спасатели продолжают поиски выживших после наводнения. Известно о гибели 60 человек. 200 считаются без вести пропавшими. Ученые связывают рост числа таких природных катастроф с изменением климата. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.